Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам Европы. Так, какую нам сторону? Кажется, в обратную. Живописной дорожкой возвращаемся на трассу. Едем через какой-то городок. Извилистая улица. Француженки на скутерах. Оба! Бонжур! А вот и автострада. Только что ехали и обсуждали, что вот такими тихими, спокойными дорожками это путешествие для души. Но если хочешь наматывать много километров, приходится ехать автострадой. Там не так комфортно, но зато не тянет останавливаться. Едешь, 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 и километры незаметно набегают. А вот, кажется, ребятки, и пункт оплаты. Как неожиданно получилось-то, а? Где тут кэш? Это карта вот сюда, наверное. Ага, тут что-то поломалось. Сейчас будем разбираться. 4 евро 20 это... Человека нет. Мотоцикл 2 евро 10. Мотоцикл 2,10. С коляской даже нарисован. 2,10 нас уже определили. Приложил карту, 2 евро 10 списалось, и мы поехали. Ну что интересно, есть даже мотоцикл с коляской, и стоит это столько же, сколько и обычный мотоцикл. Интересно только, на какой промежуток дороги мы купили себе проезд. Африка Твин. Не Бересневич поехал, нет? Мы, в принципе, не собирались ехать по платным дорогам, но как-то само собой получилось. Мы ведь по этой трассе уже ехали, и она была бесплатной. И когда возвращались после заправки, навигатор старательно уводил нас в сторону. Но я вижу, вот заезд, вот трасса, заезжаем, там уже и навигатор перестроился. А оказывается, попали на платный участок. Благодаря этому узнали, какие во Франции платные дороги. Относительно недорого. 2 с копейками евро. Покрытие замечательное. 3 полосы. Едем бодро, весело. Свои 90. Все нас обгоняют. Но
ничего, мы не торопимся. Заедем в место отдыха. Айреда у нас е. Кажется, так это читается. Так, грузовым туда нельзя, а нам туда можно. О, знаете, здесь условия разительно отличаются на платных дорогах. Такие скамеечки. Все так уютненько. Если еще и станем в тенек, вообще будет замечательно. Опачки. Красота. Постояли немного, но надо двигаться, если хотим сегодня куда-нибудь приехать. Поэтому в путь. И вот здесь навигатор предложил нам с платной трассы уйти на какую-то бесплатную альтернативу. Возможно, дальше поедем медленнее, но зато бесплатно. В общем, Google, как обычно, сказал: ща, ребята, я знаю короткую дорогу, поехали. И вот мы едем. Какая-то маленькая деревушка, узенькая дорога. 199 километров до конечной точки. Переезд. А вот поездов мы еще не видели. Поездов по Франции мы еще не видели. Как интересно сделаны опоры контактной сети. Не столбами, а арками. Может быть, что-то в этом есть. А вот и поезд. А тут, братцы, началась уже такая интересная холмистость, которая наводит на мысли о том, что мы приближаемся к Пиренеям. А это довольно серьезные и интересные горы, в которых я еще не бывал. Едем, удивляемся местному растительному миру. Очень много появилось оливковых деревьев, а кое-где во дворах растут пальмы. Судя по всему, зимы здесь нет. Ну или есть, но очень мягкая. Ну вон, смотрите, пальма какая. Ничего не вижу против солнца.
Если я правильно понял, на той автостраде, которая ведет к границе вдоль побережья, пробки. И Google, увидев это, повел нас в объезд второстепенными дорожками. 175 километров до точки назначения. Получается, что еще 75 и 500 на сегодня будет. И мы уже окажемся на территории Испании. Вот к этому и будем стремиться. А там надо начинать искать ночлег. Посмотрели уже, сколько на побережье Бискайского залива стоит остановиться в кемпинге. Просто в кемпинге с палаткой, со своим мотоциклом. Начинается с того, что с каждой персоны надо заплатить 20 евро. А потом все остальное. За мотоцикл, за душ, может быть, еще какие-то взносы. В общем, кемпинг, нет, не наш вариант. Как дело к вечеру, так дальнобойщики становятся на ночлег. Занимают все парковки, все возможные места, куда помещается грузовик. BMW. Чуть не подумал, что Днепр, так цилиндры торчат прикольно. Очень похоже. Так. Всем спасибо, что пропустили. Я на зеленом, не пугайте меня. Фу. Иногда такие непонятные развязки, кольца. А вот уже и горы. Вы их видите? Горы такие серьезные, не шуточные. Я думаю, мы их краем зацепим. Сейчас еду и волей-неволей сравниваю Францию восточную, в которую мы въехали из Люксембурга, и Францию западную. Контраст просто непередаваемый. Небо и земля. Тут, ребятки, на дорогах творится какой-то Вавилон. Туристов много, а дороги узкие. Все не вмещаются. Все бы еще ничего, но встречное солнце так здорово слепит. Навигатора не видать. Дорогу видно плохо, щурюсь, еду, глаза уже устали. Может, хоть вы что-то увидите? Смотрите внимательно, кажется, пальмы. Останавливаемся на светофоре, делаем вот так раз. А, так вот же уже океан, мы совсем рядом. Город Англет. Поэтому здесь столько людей, поэтому здесь столько туристов. А километров через 20 мы будем ехать вот прям почти по набережной. Здесь очень мало мотоциклистов и очень много скутеристов. Судя по всему, всем надоело переключаться на бесконечных этих светофорах. Поэтому выбирают вариатор. И только те, кто проездом едут полноценно с коробкой передач, терзая сцепление. Так, нам сюда. Въехали в тенек. Да плюс с одной стороны горы, с другой океан.
и 28 градусов. А после 36 это, знаете, уже как-то и не жарко. Свежо. Как мы ехали в плюс 8 и дождь. А, скутеристы с нами не здороваются. А вот уже, кажется, и лампа топлива засветилась. Надо искать заправку. Либо переливать из канистры и ехать до Испании. Говорят, там топливо дешевле. Итак, внимание, всем приготовиться. Океан! Ха-ха-ха! Вот оно как! Вот так резко и неожиданно. Тут как раз пробочка в тему. Бискайский залив. Мы доехали до океана. Не совсем пока до той части, которая нас интересует. Ну и поехали дальше в пробке. В пробке заглушился, стоим на уклоне. Работает помпа, работает вентилятор, остываем помаленьку. И когда есть возможность, просто отпускаю тормоз и качусь. Удобно? Удобно. Слушайте, удобно так в пробке стоять. Во-первых, едешь, любуешься красотами. Во-вторых, топливо не расходуется. В-третьих, двигатель остывает. И, судя по всему, не одни мы так скатываемся. Вся пробка, вся очередь едет, не запускаясь. А посмотреть тут есть на что. В общем, мы не удержались, заехали на какую-то парковочку. И здесь есть смотровая площадка, откуда можно вдумчиво посмотреть вдаль. И подышать соленым ветром. Ладно, поехали искать ночлег. А может быть, еще сначала и в Испанию въедем. Оп. Красота-то какая. Залив, лодочки. Так, а нам куда? Нам вот сюда. Чуть не проехал мимо. Сколько едем, а заправки так и не видели. Лампочка все горит.
Кажется, все отсюда ездят заправляться в Испанию. Там топливо дешевле. Гляньте, из чего сделаны привычные нам отбойники. Это дерево, цилиндрованный брус. Смотрится очень интересно. А вот эти платановые аллеи, это что-то. Лес великанов. И вот, друзья, мы с вами пересекаем речку и внезапно оказываемся на территории Испании. Добро пожаловать! Солнышко уже спряталось за гору. Мы едем по этим курортным городкам, и постепенно все отчетливее проявляется мысль о том, что место для ночлега здесь найти будет тяжеловато. Заброшенных парковок тут точно нет. Почти каждый пятачок земли используется для отеля, кафе, гостиницы. Гляньте, гляньте. Франция. Что? Опять во Францию. Я окончательно запутался. Смотрю по сторонам, вижу знаки на испанском. Мы в Испании. Но почему через 1 километр Франция? Что за знак такой? Неужели тут дорога так сильно петляет, что заходит обратно и потом снова выходит в Испанию? Сейчас увидим. Это будет любопытно. Вижу на карте впереди заправку. Сейчас заедем и узнаем, где же мы все-таки. Будем отталкиваться от цен. Easy Gas. Я не видел во Франции таких заправок. О, какая приятная цена! Вот это да! Кажется, она автомат, нет? Итак, ребятушки, мы залились полный бак на 15 евро. После французских 2 евро за литр тут просто даром кажется. Ну а второе, я наконец-то смог реализовать 2 года учебы испанского. Я смог с заправщиком объясниться на испанском. Сначала растерялся, потом понял, я знаю этот язык. Ну, на таком уровне очень-очень поверхностном, но все-таки могу рассчитаться, сказать спасибо.
И сейчас прям улыбаюсь, улыбка до ушей, свечусь от удовольствия. Пора искать ночлег, пора. А нас выводит навигатор на какую-то большую дорогу. Может быть, здесь есть стоянки для дальнобоев, и мы сможем пристроиться где-нибудь за кустик. Автострада на Сан-Себастьян. Но точно должны быть здесь стоянки для дальнобоев. А насколько я помню, в Испании не действует запрет на бродяжничество, как во Франции. И никто не должен быть против установки палатки на паркинге. Теоретически. Немного плутанули на развязке. Теперь вот обзорная экскурсия. Заброшка какая-то. Испания — страна контрастов. Мы выехали на трассу А1 из Сен-Себастьяна, кажется, на Тулузу. Остановились на заправке, чтобы одеться, потому что в горах уже холодно. Здесь чуть дороже цены, 1,78. И я увидел, что здесь стоят фуры, ночуют дальнобои. Есть несколько парковочных мест под легковушки. Но я хочу глянуть, что там за фурами. Может быть, есть куда приткнуться с палаткой. Но, кажется, нет. Здесь отбойник бетонный и все. Не вариант. Надо ехать дальше. Угу. Начинается, пожалуй, самое сложное. Стемнело. Незнакомая страна, незнакомый регион. Не знаешь, как тут что, а надо найти место для ночевки. Поехали. Будем надеяться, что нам повезет. Ох, не так я себе все это представлял. Совсем не так. Что это? Заправка. Вот, кажется, еще одна заправка и паркинг
Ну, здесь вообще бетонная стена. А там дальше что? Платный паркинг, что ли? Шлагбаумы какие-то? Ничего не понимаю. Фуры, дальнобои, легковушки стоят. И отвесные скалистые склоны. Никакого ни газончика, ничего. Тут нигде не пристроишься. Мало того, еще и куча подозрительных личностей трутся. Поехали-ка дальше. Следующая попытка найти ночлег. Прошелся я по этой парковке, она очень большая, места много, но все это асфальт, все это места для ночевки дальнобоев. Такого, чтобы газончик, столики, кустики, к сожалению, нет. Поэтому мы двигаемся дальше. Спать еще не хочется. Об одном жалею, что проезжаем горы ночью. Было бы интересно посмотреть, но хотелось бы и поспать в нормальном месте. Насколько, конечно, может быть нормальным ночевка в палатке на обочине. Ну что, друзья, кажется, нам каким-то чудным образом повезло. Мы нашли съезд с дороги просто вот на какую-то полянку. Совсем небольших размеров, но довольно ровную. Видите, забор? За этим забором уже идет обрыв, уклон резкий. А вот здесь мы можем встать за кустик, спрятаться, поставить палаточку и вполне себе переночевать. Чудом заметил, в последнюю секунду успел оттормозиться, чтобы походить тут с фонариком и посмотреть. Палатка наша уже стоит. Я воду кипячу для ужина. Фуры мимо едут. Мы так аккуратно спрятались за каким-то кустом. С дороги сразу в глаза не бросается ни палатка, ни мотоцикл. Ну, если, конечно, в сторону посмотреть, то будет уже видно.
Посмотрим завтра утром, что за место я такое нашел. Подводя итоги по Франции, хотелось бы сказать, что страна оказалась достаточно интересной. Во-первых, стереотип о том, что Франция такая утонченная и изысканная, оказался правдой. Да, действительно, там все необычно, а французскую речь слушал бы часами. Во-вторых, еще один стереотип о французских женщинах тоже правда. И очень разная Франция. Мы когда въехали из Люксембурга, восточная Франция, такая сельскохозяйственная, такая простая, грубая в чем-то. Потом Франция центральная, леса, дороги. Затем вот приморская, назовем это так, курорт, горы. Настолько разные впечатления, настолько яркие эмоции. Что можно сказать о Испании? Пока ничего, пока непонятно. Ночь, темно, куда-то ехали, искали какой-то ночлег. Такая страна контрастов, но точнее ясно будет завтра. А сегодня укладываемся спать. На этом закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.